Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как можно вязать в дороге, там в поезде, в электричке, в автобусе по схеме. Обычно это затруднительно, потому что схему надо вытащить из сумки или из пакета, посмотреть, отметить, опять убрать. То она падает на пол, а я вам покажу, как удобно пользоваться. В магазине канцтоваров я купила планшет. Он из картона, из плотного. Зажимаем. Сам планшет не магнитит. Вот у меня магнитная линейка, вот, и она ездит. На некоторых сайтах продаются неодимовые магниты. Один ставим снизу, второй сверху. И вот так можно двигать линейку. И карандашом отмечать, какой ряд вы вяжете или связали. Если нет магнитной линейки, можно воспользоваться металлической. Тогда второй магнит не нужен. И точно так же двигайте и отмечайте. Такие неодимовые магниты большие, они очень мощные. Вот есть круглые, а есть квадратные. Они примагнитят к любой металлической поверхности в транспорте. И будет тяжело оторвать. Теперь по поводу того, как закрепить карандаш, которым вы будете отмечать ряды. Вот можно здесь закрепить. Также можно закрепить здесь крючок. Ну, в принципе, можно и по-другому закрепить карандаши. Вот сбоку магнит приставили, сюда карандаш. Так. А простой карандаш еще можно, вот такие зажимы канцелярские. Если металлическая оплетка есть вот с резинкой, то он не выскочит. И вот так можно держать. Если такого нет карандаша, берем обычный карандаш, наматываем резинку типа стопора и вставляем. Если крючок металлический, то он тоже держится здесь. Насчет спиц я не знаю. Если у кого-то стальные, то они, естественно, будут держаться. Спицы можно с другой стороны прикрепить. Ну, а если алюминиевые, то надо думать. Может быть, сюда их. Вот. Очень интересная вещь. Так что с этим планшетом можно работать в дороге. Кстати, что хочу сказать. Этот планшет под лист размера А4. Так что имейте в виду. Большего брать не стоит. А вообще я для себя еще купила в дорогу вот такую доску. Она как бы считается магнитная, но она сама не магнитит. Она не магнитит. Она металлическая, но держит магниты. Вот. Эта доска идет в комплекте вот с таким держателем. Он вот так устанавливается. Здесь привинчивается, вот винты есть.
Вот он привинчивается. И плохо, конечно, что только в таком положении. Вот. Было бы еще хорошо, если бы был в вертикальном. Значит, к этой доске прилагается еще 2 маркера и магнитный стиратель. Как пользоваться этой доской? Берем лист А4. И вот сюда вставляем. И сюда. И эта доска как раз под лист А4. Вот. И свою схему укладываете и по ней работаете. Значит, вот магнитная линейка. Вот она сразу приклеивается к доске. Металлическая к ней не прилипает, потому что доска не содержит магнит. Нужно, чтобы магнит содержался в дополнительных приборах. Проверим вот этот маленький магнит. С той стороны приклеился. И видите, держит линейку. Теперь другой магнит возьмем. Ну, держит менее-более. Но если взять мощный магнит, но его, правда, тяжело потом будет снять с доски. Вот. И держит. Ну, вот такое приспособление можно использовать в дороге. Кстати, по поводу канцелярских зажимов. Вот они продаются в такой упаковке. Они разных размеров. Для карандашей лучше использовать зажим на 19 миллиметров. Вот написано, что удерживает 65 листов. Экстра сильная фиксация. Закаленная сталь. Так что можно ими воспользоваться. Единственное, что если вы будете вязать по круглой схеме, то просто прикрепляете лист. Уже там линейка не понадобится в любом случае. И карандашом отмечаете. И можно еще крючок сюда. Пластмассовый крючок, естественно, на магните не держится. Поэтому нужно что-нибудь придумать сюда металлическое, либо держать отдельно. Ну а если схема размером меньше, вы ее тоже вставляете. Магниты нужно иметь разные. И просто, вот видите, она не достает, потому что схема меньше. И примагничиваете. Такие магниты тоже продаются отдельно, разного размера. Вот. Я считаю, что нужно иметь их под рукой, они всегда пригодятся. Как вы понимаете, с таким приспособлением стоя вязать не получится. Значит, вы садитесь на сиденье, на колени укладываете планшет или доску и спокойно вяжете. Надеюсь, то, что я вам рассказала и показала, вам пригодится. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.